Всем привет! Сегодняшнее видео про то, как купить кролика в другом городе и доставить его в свое хозяйство. А также с какими проблемами вы можете столкнуться при покупке таких кроликов. Хочу сказать сразу, что покупка кролика в другом городе или в другой стране без вашего личного присутствия — это большой риск. И к этому вы должны быть готовы. На самом деле покупка таких кроликов, здесь нет ничего такого сложного. Первое, что вам нужно сделать, это найти продавца, выбрать кролика и купить этого кролика. Это вы можете сделать в различных соцсетях, группах, сообществах, чатах, и так далее. И здесь вас ждет первая проблема, вас может ждать первая проблема, вы можете нарваться на недобросовестного продавца, который впоследствии вас обманет. Он может вам выслать фотографии одних кроликов, а по факту вам приедут совершенно другие. Либо он вам может выслать фотографии вообще из интернета, а приедут совершенно также другие кролики, и вы это увидите только тогда, когда эти кролики будут у вас. Также вас могут просто-напросто кинуть на деньги. Да, такие случаи редкие, но они были. Вот буквально недавно, может быть месяц, может быть 1,5 или 2 месяца назад, был такой случай. Знаю о 3 пострадавших. Кроликовод продавал кроликов, брал предоплату за этих кроликов, а потом, когда приходило время отдавать кроликов, он просто-напросто сказал: делов ничего не знаю. Вот. Как сейчас эта история разворачивается, сколько пострадавших, я, к сожалению, не знаю. Но такой вот случай был. Вообще предоплата, это нормальная практика, предоплата, залог, бронировать кролика. Я сам иногда оставляю предоплату за кролика. Как это происходит? То есть у продавца есть кролик, там 2 месяца, продажа у него с 3 месяцев, вам этот кролик понравился, и чтобы продавец его не продал, вы оставляете предоплату, то есть бронируете этого крольчонка до момента продажи. Соответственно, проходит время, кролик выставляется на продажу, то есть вот этот период, в 3 месяца ему исполняется, продавец начинает его продавать. Естественно, он уже числится за вами. Вы потом, когда время подходит, вы доплачиваете недостающую сумму и получаете этого кролика, именно того, которого вы забронировали. Но, видимо, данный продавец посчитал иначе. Он захотел остаться и со своими кроликами, и с чужими деньгами. Вот такой вот нехороший продавец. Следующее, что вам нужно сделать, это транспортировать кролика из точки А в точку Б. Здесь тоже много споров, много разговоров, кто должен этим заниматься. Кто должен заниматься поиском доставки кроликов. Одни говорят, что этим должны заниматься продавцы, другие говорят, что этим должны заниматься покупатели. Но хочу сказать сразу, здесь две заинтересованные стороны. Продавец, чтобы продать, покупатель, чтобы ему достался именно тот кролик, которого... Чтобы достался тот кролик, которого он выбрал. Лично я сам ищу доставку. Ты куда? Сам ищу доставку, потому что мне так спокойнее, мне так удобнее. Доставку вы также можете находить в соцсетях, также в чатах, сообществах, группах и так далее. Благо, таких очень много. Но опять же, и здесь же вы можете столкнуться с проблемой, да. Есть недобросовестные проводники, вы на них можете нарваться, и в конечном итоге ваш кролик просто может не доехать. Также были такие случаи, там были случаи и вина продавца, и вина этих проводников. То есть продавец по-быстрому посадил в первую попавшуюся коробку этого кролика ни воды, ни еды, ни отверстия для доступа кислорода, запечатал его полностью скотчем, взял деньги за этого кролика, отдал этого кролика проводникам. Проводники тоже оказались безалаберные, взяли эту коробку, поставили ее там в дальний угол, заложили другими коробками, и там 2 или 3 суток этот кролик просто ехал без еды, без воды, без доступа кислорода. В итоге сами понимаете, какой был результат. Результат был летальный исход. Вот, просто вот такие вот проводники попались. Но я не хочу сказать, что таких проводников много, но они есть. Сам лично сталкивался с такими проводниками, хотя они сами подают объявление о том, что мы доставим, мы там фотоотчет, мы там кормим, мы там поем, холим, любим, лелеем и так далее. Но по факту оказывается все совершенно наоборот. Ничего они не делают, берут
просто деньги. Сам сталкивался с такими проводниками, теперь я больше с ними не работаю. Что происходило? Приезжает кролик, отдаешь деньги за кролика, потом открываешь эту коробку, а у кролика даже миска, где должна была быть вода, абсолютно сухая. То есть они даже не удосужились, данные нехорошие проводники, создать видимость того, что они смотрели за этим кроликом, хотя бы долили бы воды. Перед тем, как мне отдать этого кролика там, за одну станцию или за две станции, загляните, посмотрите, что есть у него вода или нет у него воды, долейте ему воды, видимость создайте. Вы же все-таки берете деньги, вы же обещаете, когда подаете объявление о том, что вы будете ухаживать. Ну, происходит совершенно наоборот. Ну, бывают такие проводники, согласен, бывает. Но, друзья, вы не подумайте, что все, что было уже сказано выше, что все кругом обманывают, что продавцы обманывают, что проводники обманывают. Нет, конечно. Это единичные случаи, но эти случаи, они есть, они имеют место быть. Я должен был об этом вас предупредить. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. На этом все, друзья. Всем хороших покупок. Всем пока-пока.